Приветствую, друзья! Вновь рад вас видеть на канале Minsk Family. Сегодня я хочу погрузить вас в обзор Hunter 326. Эта лодка интересна тем, что на такой небольшой размер, 32 фута, мы имеем просто феноменально огромный кокпит. Конкретно за эту лодку хозяин просит на старте 57 тысяч, но на рынке они присутствуют тысяч от 40. Это американская верфь. Детали не стану вдаваться, вы все это сами найдете. Лодка, если не ошибаюсь, 2004 года, итальянского владельца, владеет они около 5 лет. Перед тем, как приступить к обзору, давайте сделаем самые простые действия, поставим лайк, колокольчик. Если в процессе у вас будет какой-то комментарий, обязательно напишите его свое мнение насчет того, что вы увидите. Ну что ж, приступим к обзору. Сегодня мы пришли на Hunter 326. Esatto, Hunter 326. Yeah, 326. Интересная небольшая лодка. Зайдем внутрь. Чуть позже я сниму снаружи. Небольшая лодка на 32 фута. Мы имеем хорошую просторную заднюю каюту. Очень просторную. Как всегда, человек собрался уезжать, и к нему надо обязательно снять видео. Очень большой холодильник. Очень большой. Классная кухня на тот размер. Вообще просто шикарная. Так вот организовано пространство, кокпит. Здесь стол сейчас поднят вверх. Вообще он может опускаться и вниз, создавая дополнительную кровать. Очень хороший просторный туалет. Я вам скажу, что даже побольше, чем у нас. Очень много электроники. И передняя каюта, конечно, там трудновато что-то увидеть, но она достаточно просторная, выглядит хорошо. Здесь я в рост. Сейчас на данный момент я стою прямо на парусах и не достаю до потолка. И за счет того, что очень много всевозможных люков, очень светло здесь. Да. Сверху свет. Вот у нас столько в кают-компании. Раз, два, три, 4 люка. Имеет очень большой свет. Даже какое-то проветривание. Luce LED. Yeah. Everywhere. Yeah. Which you have electricity? You told me AIS. You have AIS radar? No, radar. Radar. Yeah, radar. Yeah. Oh, this one. Yeah, I'm see. Radar. Autopilot. GPS, autopilot. Two autopilot. Two autopilot. E VHF. Yeah. Okay. All electrics is news. Yeah. Nice. Very nice. What is here? Is television or yeah? On navigation, all here, no? No, 220 volt only. Yeah. But with inverter. Yeah, for inverter. sure. Владелец итальянец. Пойдем посмотрим снаружи. Очень красивая лодка. Can we open? See? Once more time. Свеженький Янмар. 20 лошадей, очень красивый, абсолютно никаких подтеков, все четенько, солнечные панели сейчас 2 стоят. Very easy to work. From different parts. I understand it. I understand what you say. Yeah. From different parts. Okay. Очень просторный кокпит. Один из самых просторных кокпитов, которые я видел вообще до 30, там, не знаю, до 40 футов, даже 40 футов. Но здесь огненный кокпит. Просто вытянутые ноги, классный штурвал, классные места для посадки и управления боковых. Вообще огонь. When sailing is very good. Yeah, very comfortable. Pilot automatic and so. Yeah, да. Здесь натягивается бимини под солнечными панелями, под верхом, сплошняком. Очень красивая. И очень интересная ситуация, вот я такого тоже никогда не видел, но вот такие распорки цельнометаллические, обалденные, конечно, жесткости прибавляет. Пол, кстати, нагрет, намного сильнее почему-то, чем у меня верхняя часть нагрета. Закрутка тоненькая такая, кажется вообще очень хлипенькая, опять же у меня так посильнее, более старая, но вот эта распорка, тут в диагонали все взято на 2 уровня краушпиц.
Это очень интересно, конечно, как так сделано. Все расперто. Rigging is new 20 last year. There is also Genacker and Bompresso. Yeah. Bompresso there. Yeah. He is there. Yeah, With the Genacker. I have you also mainsail and Genoa yeah, for sure. double. Ah, for two. Two. This one is lazy back? Or Yes, lazy bag. lazy back, yeah. No, new. Okay. That's very beautiful. No, the boat is all new. Как говорил хозяин, I все... like to have all Yeah, new. all parts is the double. All parts is all system is double, yeah. Закрутки ленмаровские, все красиво, четко работает. Конечно, вывод в кокпит и очень удобный заход, очень глубокая лодка, очень хорошо заходит, офигенно. Так, продолжим нам рассказ о Hunter 326 2004 года. Значит, сказал он, что он поменял все кинстоны на бронзовые. Конечно, парень только потому, как он консервирует свою лодку, затыкая все отверстия кингстонов, снимая и раскладывая вот так вот красиво всевозможные, как их там называют, не помню. Все это дело так симпатично укладывая. Он был на воде где-то с начала весны. И интересно, что тифолинг очень даже в хорошем состоянии остался. Но я хотел вот так вот показать киль. Ну, как бы здесь ничего особенного, но по каким-то причинам расширяющийся к низу немножечко. И он там вот есть сзади два таких крыла. Интересно, такая форма киля помогает как-то глиссировать или нет? Непонятно. И тоже вот какие-то такие засечки. Для чего они сделаны? Такие отметки. Он показал, может, где ему надо почистить еще. Купальная платформа широкая, еще и с двумя дополнительными рундуками. И, как я уже говорил, хочется возвращаться, но кокпит просто фантастический. Очень просторный, классный. Не знаю, но офигенный. Кокпит, конечно, офигенно здоровый. Это супер круто. Все тут на пластике продумано. Что вы так сматываете веревки. Есть штатные места со сливами. Для того, чтобы эти веревки сразу сложить куда-то. Или что-то, водичку себе положить. Говорит, вот этой частью держателем якоря очень удобно пользоваться. Не знаю, где у него остальная веревка хранится, нету этого, но вот так вот он вставляет якорь. И якорь здесь как в стационаре держится. Это для сброса якоря. Внутри не супер много места, но достаточно, безусловно. Для такой маленькой лодки 32 фута неплохое организованное пространство. Как я сказал, много света, очень много люков. Не знаю, как они покажут себя в будущем, конечно. Достаточно высокая рубка, но свободные края для прохода. 2004 год, она, безусловно, не стоит 57 тысяч, как он за нее просит. Они на рынке есть и по 45. Но как модель с таким небольшим размером и с вот таким огромным кокпитом удобно сделано. Видите, сток идет на заднюю. Это тоже классно. Не через какие-то стоки, а все назад. Мне это вот очень нравилось. С небольшим хорошим янмаром, с всеми шкотами, заведенными в кокпит. Интересный экземпляр, укрепленная вот эта вот мачта. Таким вот образом. Красиво сделаны проходы свободные. Но вот, например, уже сноса там нигде не полежать. Это все-таки такая кокпит, здесь основное жилое пространство. Если у нас еще можно спереди поваляться, еще что сделать, то здесь, конечно, все весьма ограничено. Но вариант интересный как факт, просто как что вот такая вот есть история.